Вот такой прекрасный ужин я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть. Это картофельное пюре и колбаски в соусе. Выглядит аппетитно, а запахи аппетитного просто не передать. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И я сегодня решил сделать английское традиционное и популярное блюдо, называется sausage in mash. Это картофельное пюре с колбасками. Дело в том, что английские колбаски это не такие, что их можно и варить и кушать. Они приходят в сыром виде. Вот так мясо в упаковках, все это там в сыром виде. Они только годятся для жарки, в духовке или на гриле. Это только такие английские сосиски, колбаски то есть. Сосиски здесь есть в продаже, но они все привозные для хот-догов только. Так что эти колбаски английские, то, что у меня есть, мы их поджарим в духовке и зальем потом соусом, где много-много лука. Это обалденно вкусно. А что время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Я, может быть, вам какую-то идею подкину, может быть, захотите сделать то же самое. Почему бы и нет? Так что пойдем. Итак, картошку уже почистили, уже в воде, и сейчас я накрою, но включать газ еще не будем. Сейчас займемся с колбасками. Итак, у меня здесь есть 2 упаковки колбасок. Одну упаковку я просто пожарю, и потом, может быть, кто-то на бутерброды сделает. А вторую упаковку я пожарю и зальем с соусом, и подадим на стол с картофельным пюре. Духовку я включаю сейчас на 180 градусов. Так. В эту форму сейчас попрыскаю масло. Вот так. И эти сосиски, колбаски мы сейчас переложим сюда. Итак, в упаковке у меня было 8 колбасок. Сейчас я их сюда сложил. Так. Еще сверху я попрыскаю маслом, чтобы не подгорали, чтобы они влажные были. И они пойдут в духовку у нас жариться. И потом каждые 15 минут мы будем только переворачивать. Это одна форма. И другую форму сделать точно так же. Эту форму только с колбасками пережарим с ними. И потом, может, кто захочет на колбасу. Дело в том, что срок годности подходит на завтра. И чтобы не пропали, я сегодня же все их и израсходую. А первую форму мы прожарим, и потом во время приготовления мы еще зальем соусом. Итак, здесь у меня 2 формы. Обе формы идут на 180 градусов и до готовности. Одну форму мы только пережарим колбаски, а другую форму мы пережарим и зальем соусом. Так что с Богом. Итак, для соуса я сейчас поставил чайник кипятиться. Мне нужна будет горячая вода. И мы в горячей воде растворим 1 кубик куриного бульона. Но все вкуснее будет. Вот так. И сейчас, как вода закипит, мы сразу же зальем это водою. А пока это все мы ждем, мы порежем лук. Я взял 2 здоровые луковицы, и сейчас мы их по-крупному порежем полукольцами. Вот так. И таким образом мы будем жарить. Вот таким образом. Как вы видите, полукольца. Сейчас мы их расправим немножечко и бросим все это на сковородку жариться. Вот так. Вот так. Итак, вода закипела. Заливаем наш бульон, и мы займемся
жаркой на сковородке. И пускай это потихонечку у нас растворяется. И в то же время, когда мы будем делать соус, мы никакой соли добавлять не будем, потому что бульон уже сам по себе соленый. Но мы еще попробуем на вкусовые качества. Вот так. Итак, я взял свою любимую сковородку. Сюда кидаю масло. Здесь, наверное, грамм 50 будет. Но я делаю все на глаз, сразу говорю. И сюда заливаем немного постное масло. Если постного масла нет, то растительное масло. Включаем газ. И ждем, пока это у нас растворится. Так, бульки начинаются. Теперь сюда добавляем наш лук. И нам надо этот лук пережарить. А потом мы уже сделаем, добавим муку, наш бульон и молоко. И, конечно же, мы помешиваем, чтобы ничего не подгорело. А чтобы такой приятный карамельный цвет приняло оно. Или приятный такой румяный цвет. Как вы видите, лучок уже начинает румяниться, и мы сейчас на этом этапе добавим сюда лавровый лист тоже. У меня свежий лавровый лист в саду растет, так что и лавровый лист, когда он поджаренный, то он выдает сам вкусные ароматы тоже. Газ у меня на средний маленький, потому что сейчас можно так очень медленно жариться, это будет вкуснее, потому что если вы на большой газ сейчас поставите, у вас все это быстро сгорит и не даст нужного результата. Итак, смотрите, как красиво румянится теперь. Теперь на этом этапе я сюда добавлю 1 столовую ложку муки. Да? И еще половинку я добавлю. Вот так. Как следует перемешаем это, чтобы комков не было, чтобы немножко поджарилось. И тогда добавим сюда немножечко бульона нашего, то, что мы сделали куриного. Так. И добавляем жидкость сюда медленно. Понемножку добавим, перемешаем, опять добавим. Добавили, перемешали как следует, опять добавили. Как видите, это как однородная масса, как однородная паста образовывается, что совсем никаких комков от муки не должно быть. Когда делаете соус, нам торопиться некуда. Потихонечку все это делаем. Так, и теперь мы добавим немножко сюда молока. Вот такой прекрасный соус у нас получается. Раньше я очень часто пользовался растворимым соусом, а я обратил внимание, что свой соус, когда вы сами сделаете, намного вкуснее получается. Теперь мы поставим на очень маленький, сейчас закипит. Да? Посмотрите, какая прелесть. Нежная, бархатная, как шелк получается. Посмотрите. Теперь я поставил на маленький огонь. Сюда я добавлю, у меня есть такая, как приправа, это умами, вот такое я пользуюсь. Она улучшает вкусовые качества. Если у вас этого нет, то не надо добавлять этого. И сюда же я сейчас добавлю пару горошков черного перца. Вот так. И этот соус мы зальем сверху наших колбасок, то, что в духовке. А сейчас пускай я накрою крышкой, и пускай потихонечку это у нас покипит. Итак, наши колбаски поджарились, смотрите, какие румяные, красивые. Эту форму я оставлю для бутербродов. А на эту форму мы сейчас зальем соусом, и это обратно пойдет в духовку на минут 10-15.
Такой соус хороший получился. И мы сейчас зальем все это сюда. И отправим обратно в духовку минут на 15. Итак, картошка у меня сварилась. Сейчас отцежу от воды. Вот так. Сюда добавим немножко перца. Я делаю всегда почти что одним и тем же методом. У меня полно видео уже на YouTube с картофельным пюре. Перец, масло. Немного соли или соль по вкусу. Многие добавляют теплое, горячее молоко, я добавляю холодные сливки. И начнем только толочь. Вот и все. Сейчас попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. И минут через 15-20 моя семья сядет за ужин. Итак, результатом я с вами доволен. Посмотрите, здесь картофельное пюре. Делаю обычным способом. Английские колбаски в соусе, луковом соусе. И, конечно, немножко порезал что-то для свежести свеклу. Смотрите, какая прелесть. Итак, сегодня я с вами поделился еще одним методом приготовления блюда. Это блюдо здесь в Англии очень популярное среди англичан. Они любят это картофельное пюре с колбасками. Sausage and mash называется по-английски. Но я сюда добавил от себя свеклу нарезанную, и соус я сделал из лука. То, что я подумал, что жареный лук лучше пойдет, чем просто соус простой. Если вы такое раньше не делали, я надеюсь, что я вам дал какую-то идею. А если вы раньше это делали, я надеюсь, что, посмотрев это видео, вы решите сделать то же самое на ужин своей семье. А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. Всем крепкого здоровья, приятного аппетита и пока-пока.